Добрый день, дорогие друзья. Ну что ж, у нас прямой репортаж опять же из офиса в Москве. Мы здесь все вместе с Марией Постол, с Владимиром Михешкиным и Мариной Матыцыной. Добрый вечер всем! Добрый вечер! Друзья! Украина, Казахстан, Россия. Всех вас приветствуем на нашем сегодняшнем вебинаре. Да, но сегодня слово будет дано не нам, а одному очень значимому человеку для всех нас. Его представлять на самом деле не нужно, потому что мы все знаем, о ком идет речь, но мы не могли себе отказать в таком удовольствии просто. Потому что этот человек, завораживающий карьеры, восхитительных совершенно правил жизни, которые позволили ему добиться статуса одного из самых влиятельных инвестиционных консультантов в мире. Это человек, который знает, что делать с деньгами и как они делаются. И не просто так. Он всегда является самым почетным гостем на очень крупных мероприятиях, на крупных семинарах. И сегодня он с Ariix. И вот то, почему он с Ariix, нужно понять. И Роберт Аллен является очень частым гостем самых известных, самых востребованных телевизионных программ, радиостанций. Его приглашают как эксперта, как человека очень известного и влиятельного. Он действительно очень востребован, и он очень-очень широко известен. Мы с вами, да, знаем его, многие из нас были в Гонконге, и мы лично, да, нам повезло, нам посчастливилось, я считаю, да, присутствовать на его тренинге. Вот, и мы действительно, да, ощутили, потому что когда мы читаем книги, да, мы что-то переживаем, мы принимаем решения, мы развиваемся, да, мы переходим к действиям. Но когда мы видели Роберта на сцене, Роберт, это действительно просто вау, потому что здесь еще есть эмоциональный заряд. В этом есть волшебство, магия и есть энергия. И сегодня точно так же, да, это очень здорово, потому что Роберт сегодня впервые для рынка СНГ на этом вебинаре, да, именно голосом, потому что сегодня мы опять-таки чувствуем его не потому, что мы открыли книгу, не потому, что мы читаем, или не потому, что мы слушаем, да, например, в записи какой-то из вебинаров, или смотрим в записи, например, да, видеоролики с его участием. Сейчас, да, онлайн, прямая трансляция с самим великим Робертом Алленом. Друзья мои, это круто, я вас поздравляю. И, Роберт, вам слово нашей дорогой также переводчицы Ольги, которая сегодня будет помогать нам, так сказать, да, в переводе Роберта. Роберт, it's your time. Oh, hello everyone. I'm so excited to be here to tell you about your dreams of becoming financially free. Я приветствую всех вас. Я очень рад сегодня быть с вами и рассказать вам, что ваши мечты о финансовой свободе осуществятся. Есть эта возможность и для вас тоже. I started out as a young man with a dream to be financially free, and it began for me as an investor in real estate here in America. And it took me about 3 years for me to become a millionaire in real estate investing. Итак, я был еще совсем молодым, когда у меня появилась вот эта мечта стать финансово свободным. И я стал заниматься инвестированием. Здесь, в Штатах, я инвестировал в недвижимость. И мне понадобилось 3 года, чтобы эта моя мечта осуществилась. Я стал миллионером через 3 года. I didn't have much money to begin, but I began to research ways to buy real estate with little or no money and became very successful. Вы знаете, у меня не было куч денег, да, гор денег для того, чтобы заниматься инвестированием в недвижимость, но я начал читать, я начал искать, я начал проводить собственные исследования, какую же недвижимость, как можно купить, имея очень мало денег или вообще без денег. И, вы знаете, у меня это получилось. And I began to teach other friends of mine in my local city how to invest in real estate using my special techniques and systems.
И через какое-то время я стал учить всех своих друзей, всех знакомых в том маленьком городке, откуда я родом, где я жил. Я их стал обучать, как же делать то же самое, то есть как вкладываться в недвижимость, имея при этом мало денег или вообще не имея денег. И я их обучал вот на своем опыте. Я передавал им ту систему, которую я сам разработал. And many of them became very successful also using my special systems. И многие из моих друзей, знакомых тоже стали очень успешными благодаря использованию моих систем. And I started to teach seminars all across America, and thousands of people began to come to my seminars. И я постепенно, со временем, я начал проводить семинары по всей Америке, и тысячи людей стали их посещать, начали на них приезжать. And then I wrote a book. It was called Nothing Down, a proven program that shows you how to buy real estate with little or no money down. И затем я написал свою первую книгу, и эта книга была посвящена как раз моей системе. Как покупать недвижимость, не имея на это денег, или же имея очень мало денег. Как преуспеть в этом. And it became a #1 New York Times bestseller, extremely popular, selling millions of copies. Эта книга стала очень популярной, были проданы миллионы экземпляров, ее читали очень-очень много людей. And I continue to write other best-selling books, 10 books in all. Я продолжаю писать, и на сегодняшний день я написал уже 10 книг. Two of my books have been published in Russia, and there are 3 questions I would like to ask you at the beginning of our conversation today. Две мои книги были напечатаны в России, и сегодня, в начале нашего с вами общения, я хочу задать вам 3 вопроса. This is the first question. Вот это первый вопрос. Go ahead. Yeah, I finished. And translate that for me. For you. Do you really want to be financially free? Yes. Do you really want to be financially free? Or is this just a wish? Or do you really, really, really want to be financially free? Итак, вы видите перед собой вопрос. Вы действительно хотите быть финансово свободным? Или это просто вот сегодняшняя моя такая, знаете, мысль? Ну вот, неплохо было бы. Или вы действительно желаете от всего сердца, всей душой, желаете быть финансово свободным? When I was a young man, I graduated from college, but I didn't have a job. And it was a very bad recession here in America. It was 1974. Very, very, very bad recession. And я закончил колледж в 1974 году, но у меня не было работы. Дело в том, что это был период рецессии, действительно очень глубокой рецессии здесь, в США. And nobody would hire me. I was so discouraged. And I looked and I tried to find an employer, but nobody was hiring. It was very, very, very bad economic times. Вы знаете, никто меня не хотел нанимать. Я искал работу, но ни один человек не желал мне ее дать, потому что действительно рецессия была очень серьезной. And I was looking to find an employer, and nobody was hiring. So I remembered a dream that I had, that I had read a book on real estate investing, and I really wanted to do that. And I thought you had to have a job to do that. But since I couldn't find a job, I decided to find somebody who was really successful in real estate and to mentor with him, to have him show me how to invest. And so starting with nothing, really nothing, I started to
looked to find real estate investments, and I found my first property, and I was so excited. And from that very beginning, with no job and no income, with just a tiny bit of money, I was able to begin my quest to become financially free. Итак, работы не было, я искал, я обращался, но никто меня не нанимал. И тогда я вспомнил свою мечту. Я когда-то прочитал книгу об инвестировании в недвижимость. И я подумал, ну разве это возможно делать, когда у тебя нет работы? Но дело в том, что работы все равно не было. И тогда я решил, что нужно найти человека, который преуспевает именно вот в этой сфере, в инвестициях в недвижимость, и попросить его стать своим ментором. Я нашел такого человека, и я попросил его научить меня, как же все-таки инвестировать, при том, что денег нет. У меня на тот момент была очень незначительная, просто малюсенькая сумма денег на руках, и вот с этой суммой я и ступил на путь инвестирования, который и привел меня к финансовой свободе. I want you to know that, yes, today I am a multi-millionaire and have many successful students and books, etc. But I do remember what it was like when I had no money and all I had was a dream. And so today, I know many of you are just beginning and don't have a lot of money and only have a dream. I want you to know that you can succeed because I have proven that for myself and for many of my students. Вы знаете, сегодня я мультимиллионер. Я очень богатый человек. Но я помню то время, когда я был беден, но у меня была мечта. И вот хотя сегодня, опять же, я очень богат, хотя сегодня по всему миру у меня есть ученики, которые используют мою систему и тоже становятся богатыми. Я прекрасно помню, как будто бы это было только вчера, свои ощущения. Я помню, как это быть бедным, но при этом у меня была мечта. И я знаю, что сегодня многие из вас только начинают. Вы стоите в начале пути, но у вас есть мечта. И я хочу вам сказать, вы обязательно достигнете успеха. Потому что я на собственном примере доказал это. Я был беден, но у меня была мечта. So this is one of my books that has been written in Russian. This is called Cracking the Millionaire Code. Вы сейчас видите перед собой одну из моих книг, которая была напечатана на русском языке. «Расшифруйте код миллионера». There is a code for you to begin and to create great success in your life, starting with a dream, starting with a desire to be financially free. Вы знаете, действительно есть код. Есть код того, как стать успешным, как стать миллионером, как стать финансово независимым. И этот код существует для каждого из вас. So the second question is, do you want to earn multiple streams of income? Второй вопрос. Можете ли вы создать для себя несколько источников дохода? Can you, you translated it yourself, yeah. And this is another one of my books that's been published in Russian. The goal is to not only earn one stream of income extra, but 2 or 3 or 5 or more. And once again, it all starts with a desire to be financially free. Итак, вы сейчас видите передо мной вторую мою книгу, которая была напечатана на русском языке «Множественные источники дохода». Смысл, и вообще здесь идет речь о том, чтобы создать себе не просто один дополнительный источник, нет, создать для себя 3, 4, 5 дополнительных источников дохода. И я хочу вам сказать, я хочу вас заверить, что это возможно, если у вас есть мечта. Именно вот с мечты все начинается. And the final question is, do you want to earn money while you sleep?
И третий вопрос. Хотите ли вы зарабатывать деньги, пока вы спите? And the answer is yes. You want to wake up in the morning and find there's lots of money underneath your mattress. И, конечно, ответ на этот вопрос – да, хочу. Я хочу проснуться утром и увидеть, что под матрацем у меня лежит вот такая вот гора денег. And that's the answer. Yes, this is what you want. Yeah, and my goal is to teach you how to do that. И, конечно, вы ответите «да» на этот вопрос. И моя цель в том, чтобы научить вас, как этого добиться. And in this process, there are a lot of secrets that I'm going to be sharing with you, not only today, but I hope to be able to have many more times where I can teach you the secrets of financial success. Итак, каковы же секреты богатства? Именно это написано сейчас на этом слайде. Я сегодня начну делиться ими с вами, и я надеюсь, что у меня будет еще много встреч с вами, вот таких, во время которых я смогу раскрывать вам эти секреты. And the very first goal is to make your dreams more real than your fears. И первая задача здесь сделать так, чтобы ваши цели для вас стали намного более реальными, чем ваши страхи. Your dreams, what are they? It's your desire in 5 years from today. Where do you really want to be in 5 years from today? Итак, вот какая же ваша мечта, какие ваши мечты? Вот в действительности, вот реально, действительно, где вы хотите быть через 5 лет? Каким вы хотите быть? Что вы хотите иметь? То есть каковы вот ваши мечты, ваши цели на этот период через 5 лет? All of us are surrounded by fear, like walls of fear that encircle us and stop us and slow us down. Вы знаете, всех нас окружают такие высокие стены. Это стены страха. Они нас окружают, они останавливают нас на нашем пути, они пугают нас. И эти стены есть вокруг каждого человека. How do you say the word fear in Russian? Страх. Strach? Угу. Strach. Yes, it is fears stop everybody. They slow down every single person. Вы знаете, страх присутствует у всех людей, и он останавливает или замедляет движение каждого человека. Some of our fears are more on the surface, and we feel them, and we are afraid. Some of our fears are more internal. They are hidden. They slow us down, and we don't know why. Вы знаете, некоторые наши страхи находятся на поверхности. Мы их ощущаем, мы их понимаем, мы их видим. Но некоторые наши страхи останавливают нас, они замедляют наше движение вперед, но они находятся внутри. И мы не понимаем, в чем они. Мы не понимаем, что это за страхи. If you can imagine yourself inside a small room with 4 walls that surround you. Представьте себя в маленькой комнате, и вокруг вас 4 стены, они вас окружают, они давят на вас. What would be the labels or the names that you would put on your fears on all the 4 walls? Each wall would have a different name. И задумайтесь, а вот какие названия, какие имена вы дадите своим страхам, вот вашим личным страхам? То есть какое название страха вы напишете на каждой из этих стен? На каждой стене будет другое название. When I was younger, beginning, some of my fears were a fear of failure and a fear of rejection. Когда я только начинал, когда я был молодым, вот у меня, например,
было таких вот два ярких очень страха. Я боялся провалиться, я боялся, что у меня ничего не получится, и я боялся, что мне скажут нет, что мне откажут. The fear of looking foolish. Я боялся, что я буду выглядеть глупо. And the fear of not knowing what to do next. И я боялся, что я не буду знать, а что же делать дальше. Everybody has fears like this. You and me, everyone in the world. Вы знаете, такие страхи испытывают все люди, живущие на этой земле. И я, и вы. What I want you to do today is to take a look over the wall and look into the future, beyond the fear that slows you down today. Get up on a ladder, if you will, and climb up and look over the wall and look into the future and see how good the future could be. И сейчас я хочу, чтобы вы вот как бы мысленно представили лесенку вот к одной из этих стен, которые вас окружают, которые символизируют собой страх ваш. И загляните через эту стену. И если вы сможете это сделать, то вы увидите, каким замечательным, прекрасным может быть ваше будущее. Imagine 5 years from today driving up to your brand new home or apartment or condominium or dacha, I guess, some beautiful home that you've been able to acquire and to move into. И вот представьте себе себя через 5 лет, что вы едете на машине к себе домой, в новый прекрасный дом или новую прекрасную квартиру, или дачу, например. То есть вы едете к себе домой, но это новое место, это новый дом, который вы смогли для себя приобрести, создать для себя вот за эти 5 лет. And imagine walking up to the front door of your home, that it's yours. You've earned it. It was hard. It was difficult. But somehow you were able to achieve it. And now you own it. And open the door and look inside. И вот представьте себе, что вы подошли к двери вот этого дома, нового прекрасного дома, который вы для себя приобрели. И да, это было трудно, это было очень трудно, но тем не менее вам удалось все-таки справиться с трудностями. И вот сейчас вы стоите у двери своего собственного нового прекрасного дома. И откройте эту дверь и загляните, что там внутри. Imagine walking inside your home and experiencing it, seeing good things and smelling and tasting and hearing and experiencing the life like this in the future. И вот представьте себе, что вы вошли в этот дом и постарайтесь увидеть, услышать, вот почувствовать на вкус, на ощупь, вот все то, что есть в этом доме, все, что там находится, вот этот воздух в этом доме, вот все это прекрасное, новое, чего вам удалось достичь. And you smell some delicious food that's cooking in the kitchen, and you follow your nose into the kitchen, and you find the chef there has prepared for you a delicious meal, and the chef puts a taste of the food on your tongue, and you taste this delicious meal. И представьте себе, что вы вдруг почувствовали очень вкусный, прекрасный запах, запах еды. И вот вы идете на этот запах, вы приходите в кухню, а там в кухне шеф-повар готовит для вас какое-то замечательное блюдо. И он дает вам его попробовать. И вы сейчас, вот вы катаете на языке вот этот кусочек, и вы ощущаете, насколько это вкусно, насколько это замечательно. And you hear sounds of fun things that are going on inside your home, laughter, maybe the fireplace,
maybe music. It's you can hear the sounds of success in your life. И вы слышите звуки. Это прекрасно, это замечательно, это восхитительные звуки. Это звук смеха, это звук вот огня, который трещит в камине. Это те звуки, которые доставляют вам радость. И вы все это слышите, все это происходит в вашем новом доме. And you feel some fine art pieces, some sculptures or some bronze, some of your art in your home. You can feel it, and you rub your hands on it, and you feel successful. И вы слышите запах успеха, и вы его чувствуете. И этот запах успеха проявляется в тех картинах, в тех статуэтках, в тех бронзовых вещицах, которые стоят в вашем доме. Потрогайте их, вот потрогайте, возьмите их в руки. И вы слышите, и вы чувствуете этот успех, и вы ощущаете вкус этого успеха. You wander through the rooms of your house, and you imagine what it's like to have achieved great success. And you feel it, you see it, you hear it, you smell it, you taste it. И вы бродите по комнатам этого своего дома, и вы представляете себе, вы видите, вы слышите, вы прикасаетесь, вы чувствуете, вы даже вкус у вас на языке успеха, того успеха, тех достижений, которых вы достигли за эти 5 лет. And you realize that from the future, you look back to the past 5 years earlier, and you remember that you were very afraid. It was hard, but somehow you found a way to arrive in your dream lifestyle. И вы вот из этого своего вот уже 5-летнего далека смотрите назад, вот в сегодняшний день, где вы сейчас находитесь, и вы вспоминаете, что да, это было страшно, это было трудно, это было очень трудно, но тем не менее каким-то образом вам все-таки удалось оказаться вот здесь, в этом замечательном будущем, и оказаться в этом прекрасном доме, достичь вот этого успеха. From the future, from your successful future, you look back to your earlier days, and what would you tell yourself from the future to your earlier days? What message would you want to tell yourself now? И вот из этого своего счастливого будущего, представьте себе себя сегодняшнего и скажите себе, вот сформулируйте послание к себе сегодняшнему. Вот представьте себе, что бы вы хотели себе сказать вот из этого прекрасного, успешного будущего. What I would encourage you to do is to keep your dream real like this. Feel it and see it and imagine it in all vivid senses, because your dream must keep your hopes alive. Вы знаете, я призываю вас вот эту свою мечту сделать абсолютно реальной для себя. Чувствуйте ее, слышите ее, осязайте ее, постарайтесь ее увидеть как можно четче. То есть ваша мечта должна быть для вас живой, должна быть реальной. Вы должны постоянно ее ощущать. Для чего это нужно? Для того, чтобы вы могли, имели силы в себе для того, чтобы следовать за ней. The reason I'm teaching this to you today is because I know what it was like to begin
and to be afraid, and yet I had a strong dream to be financially free, and therefore I pursued it through many failures myself. And my dream was strong, so I was able to continue through failure until I succeeded. И почему я говорю вам об этом сегодня? Потому что я помню свое прошлое, я помню, как мне было страшно, когда я начинал. Но у меня была большая мечта, она была для меня реальной, она была для меня осязаемой. Мой путь был трудным, путь к успеху был нелегким, я терпел неудачи, мне говорили нет, но мечта была настолько большой, мечта была настолько сильной, что желание ее достичь помогало мне превозмогать все эти неудачи, проходить через все эти «нет», потому что она действительно была очень сильной и очень реальной для меня. And yes, I became a very successful multimillionaire, but then I made a few mistakes. I risked too much, and I won't tell you the whole story, but within 7 years, I had made millions, and then I lost it all. Вы знаете, я стал очень успешным, я стал мультимиллионером, действительно преуспел, серьезно преуспел, но затем я допустил несколько ошибок. Я слишком рисковал. Я не буду рассказывать вам всю историю, но я скажу вам вот что я за 7 лет, извините, я стал мультимиллионером, но затем, поскольку вот действительно я рисковал, я потерял все. And once again, I had to start from zero. But I knew I had done it once, and I could do it again. И мне опять нужно было начинать с нуля. Но я знал, что раз я смог сделать это один раз, я смогу сделать это и во второй. And once again, I began to build a big success, and I was able to succeed even bigger than I had been before. И опять я начал строить свой успех с самого начала. И вы знаете, мне удалось достичь даже большего успеха, чем первый раз. During one of my periods of failure, my secretary came to me, and she was a close friend of my wife, and my secretary told me that she wanted to earn some extra money herself, and she asked me about my opinion of network marketing. И вот примерно в это время ко мне подошла мой секретарь. Она была очень хорошей подругой моей жены, и мы дружили с ней. И она подошла ко мне и сказала, что ей хотелось бы заработать немножко дополнительно денег, и каково мое мнение о сетевом маркетинге. And although I was just beginning to recover from some business reversals, I told her that I thought that network marketing was a terrible idea, that it was not a legitimate business. I told her that network marketing was a very bad way to invest and to create wealth. That was my opinion. Вы знаете, хотя я только-только вылазил и вообще как бы возвращался к жизни в своем традиционном бизнесе, я ей тут же ответил, что, по моему мнению, сетевой маркетинг – это нечто незаконное,
и что она нашла очень неудачный способ для того, чтобы заработать деньги, потому что там заработать денег невозможно. То есть я вот это все тут же ей высказал. Why did I have that opinion? I had never done network marketing. I never knew anybody who had ever succeeded at network marketing or failed at network marketing. It was just an opinion, and I don't know why, but I thought it was a bad idea. Я не могу вам объяснить, почему я так думал тогда о сетевом маркетинге. Дело в том, что я им никогда сам не занимался. И вообще не был знаком на тот момент ни с одним человеком, который бы им занимался, который бы либо достиг там большого успеха, либо наоборот потерпел неудачу. Поэтому я даже не могу вам объяснить, почему у меня было тогда вот такое мнение, что сетевой маркетинг это чуть ли не вообще что-то такое, афера какая-то. And I told my secretary that I knew that she needed to make extra money besides her secretarial job with me, but I told her that network marketing was to not do it. I said, don't do it. It'll be a waste of your time. Я знал, что моей секретарше обязательно нужна была еще какая-то подработка, ей нужны были деньги дополнительно к той зарплате, которую она у меня получала. Но я ей сказал, нет, только не сетевой маркетинг, не занимайся им, потому что это будет просто напрасная трата твоего времени и твоих денег. And thank God she did not listen to me. И слава Богу, что она не прислушалась к моему мнению. She had a hunch, an intuition that this would be good for her, that she needed to do it, and she didn't listen to the advice of the #1 New York Times best-selling author. Но, к счастью, она ко мне не прислушалась. Дело в том, что у нее вот было какое-то такое предчувствие, у нее была интуиция, у нее было чувство, что сетевой маркетинг создан для нее. И поэтому я очень радуюсь, что она не прислушалась тогда к мнению, которое ей высказал писатель, который написал бестселлер #1 по версии New York Times. She went to my wife, and she and my wife went to lunch, and she told my wife about this network marketing opportunity to market nutritional products, and my wife liked it, and she felt it was a great idea. And she came to me and she said, let's do it. And I said, нет, no, not a good idea. Вы знаете, они с моей женой отправились на обед, моя секретарша и моя жена. И во время обеда секретарша рассказала моей жене о этой возможности, о сетевом маркетинге. Дело в том, что это была компания, которая продавала продукты питания. И жене очень понравилась эта идея, и она сказала, да, это замечательно. Она пришла ко мне, сказала, давай займемся этим. Но я сказала, нет, это все очень глупая идея. And she said, okay, well, I'm going to do it. And if you're not going to do it, I like it. I'm going to do it. And I said, honey, you can have all the money. Those were the 7 most foolish words I've ever spoken to my wife. Honey, you can have all the money. И тогда жена пришла ко мне и сказала, ладно, не хочешь, не нужно, но я этим буду заниматься. Мне это нравится, я вижу в этом будущее. И тогда я сказал, очень глупые слова, я сказал, дорогая, ну что ж, ты сможешь заработать все деньги. So she said, okay, I'm going to build this little business, and I'm going to keep all the money for myself. And I said, okay, sweetheart, because I thought there would be no money. И она сказала мне, хорошо, значит, тогда договариваемся так. Я буду строить этот бизнес свой, и все эти деньги, которые я в нем заработаю, я оставлю себе. Я сказала, прекрасно, дорогая, солнышко мое любимое, забирай вот то, что заработаешь себе. Почему я так сказала? Потому что я был совершенно уверен, что она ни копейки там не заработает. I thought that network marketing
was a little business for little people to make a little bit of money. Я тогда считал, что сетевой маркетинг для маленьких людей, которые смогут построить маленький бизнес и которые будут зарабатывать маленькие деньги. And I didn't want to ruin my reputation as a best-selling author to be involved with such a little business. И я, как автор бестселлера №1, не хотел потерять свою репутацию вот эту, занявшись вот этим маленьким, незначительным бизнесом, сетевым маркетингом. But my wife started earning little streams of income. Yes, small money at first. And then the streams got bigger and bigger and bigger. Моя жена занялась им и начала зарабатывать. Да, вначале действительно деньги были маленькие, но постепенно их становилось все больше и больше и больше. I was shocked. Вы знаете, я был просто в шоке от этого. I was wrong. Я был неправ. I began to see that if done right and done with a plan, that it could be one of the best streams of income that I had ever seen. И я понял тогда, что если иметь план, если правильно строить этот бизнес, то он может принести такие источники дохода, которые я даже никогда еще не видел в своей жизни. I had resisted getting involved in network marketing because I was afraid of what people would think of me. Я сопротивлялся, я не хотел подписываться в сетевой маркетинг, потому что я боялся. Я думал, боже, что люди обо мне подумают? I was afraid to be rejected by not only my friends, but people, my fans, my book readers. Вы знаете, я боялся, что все от меня отойдут, что никто больше не будет со мной. Причем речь шла не только о моих друзьях, которые перестанут таковыми быть, но я боялся, что мои фаны, те, кто читал мои книги, что и они отвернутся от меня. And what had those fears cost me personally? И вот, вы знаете, я потом думал, интересно, а вот сколько я потерял вот именно в деньгах в связи вот с этим своим страхом? Because my wife began to make serious money, big money, millions of US dollars, millions of dollars, and they went right into her personal bank account. And she did not share any of it with me. Потому что моя жена начала очень много зарабатывать. Действительно, много. Она начала зарабатывать миллионы. Миллионы и миллионы. И все эти деньги шли на ее личный банковский счет. И она ими со мной не делилась. Oh, yes, I love my wife. We've been married for 37 years, and I hope we get another 37. She is the love of my life, and I was happy for her. Да, вы знаете, я очень люблю свою жену. Мы женаты 37 лет, и я надеюсь, что у нас еще будет 37 лет совместной жизни, и я счастлив за нее. Я счастлив, что она достигла такого успеха. But I remember that I had rejected that idea of network marketing. I had said no. And I realize now that that was a mistake. Но я понимал, что я тогда совершил ошибку. Я тогда не понял, что такое сетевой маркетинг. И когда жена предложила мне эту возможность, я сказал нет. For 17 years, we made millions of dollars with network marketing, and we're very, very happy. 17 лет мы зарабатывали миллионы в сетевом маркетинге, и мы были очень-очень счастливы. For
for many of my businesses that were struggling, it was the money from network marketing that was able to give us stability. И вы знаете, хотя у меня было много бизнесов, но там у меня были такие, знаете, и взлеты и падения. И именно те деньги, которые мы зарабатывали в сетевом маркетинге, помогли нам стабилизировать и эти бизнесы и достичь вообще стабильности в своей финансовой жизни. Because of network marketing money, I was able to have time to write some of my most famous books. The 1 Minute Millionaire and multiple streams of income, because of the income that we earned from network marketing. И благодаря тем деньгам, которые мы зарабатывали в сетевом маркетинге, у меня появилось свободное время. И я смог написать свои книги «Миллионер за минутку» и множественные источники дохода, которые стали бестселлерами. И возможным это стало благодаря вот тем миллионам, которые мы зарабатывали в сетевом маркетинге. So when somebody asks me today, what do I think about network marketing? I answer with a strong yes. It is a wonderful, powerful, incredible stream of income that I think everybody should do. И если сегодня меня кто-то спросит, что я думаю о сетевом маркетинге, я скажу да. Это замечательный, мощный, прекрасный бизнес, который создает действительно очень большой, очень серьезный источник дохода. И что я этим занимаюсь, и я рекомендую это всем. But after 17 years, being at the top of a major company called USANA, we were number 10 income earners in the entire company. Very, very successful. But we heard some bad news that the president and the vice president and the executive vice president and the CFO were leaving USANA. They were quitting. They were going to start a new company, and we were very disturbed. We were not happy. И вот после 17 лет вот такого счастливого пребывания в сетевом маркетинге, такого большого успеха в компании USANA, мы узнали, что президент компании, директор компании, исполнительный директор компании уходят из USANA и создают собственную компанию. Вы знаете, для нас это было очень таким тревожным сигналом, тревожной новостью. They said they were going to start a new company called Ariix, and they wanted us to join with them. They said, we think it'll be good. Come join. Мы были, у нас был 10-й чек в компании USANA. И вот когда эти люди, вот эти руководители компании, когда они ушли оттуда и сказали, что они будут создавать новую компанию, они пригласили нас, и они сказали, эта компания будет намного лучше, она будет просто замечательной. Пошли с нами. It was going to be a very big risk because we might lose our income from our other network marketing company. It was very, very risky to start a brand new company with zero income. Вы знаете, тогда это было очень большим риском для нас, потому что мы могли потерять все те доходы, которые мы зарабатывали в своей старой компании. А тут, получается, была совершенно новая компания, капитала 0, и все только в самом начале, поэтому риск для нас был действительно очень серьезный. But we could see the great experience of the president and the vice president, the new team with Riley and Deanna and Fred and Mark and Jeff. These 5, 6 great leaders. We knew that they could start
from zero and make something great happen. Но мы знали этих людей, мы знали их потенциал, мы знали, насколько они мощные. И вот эта команда, Фред, Райли, Диана, Джефф, вот эти 5-6 человек, мы знали, на что они способны. И мы понимали, что та компания, которую они создают, она будет чем-то необычным, она достигнет каких-то необыкновенных высот. We started in July of 2011. Now, 3.5 years later, we went from zero income to over $100 million US. And last week, the company earned $2 million US in just 1 week. This is amazing. This is incredible. A fast-growing, powerful, strong new company that started with zero just 3.5 years ago. Итак, мы начали работу как компания в июле 2011 года. И вот прошло 3,5 года. И вот моя семья, мы через эти 3,5 года мы сейчас зарабатываем больше $100 000. А сама компания Ariix вот только на прошлой неделе получила доход в более чем $2 миллиона. И это совершенно потрясающе, потому что компании всего 3,5 года и такой огромный, ошеломляющий успех. So, congratulations for you to have made the decision to be part of this company. И я поздравляю вас с тем, что вы приняли это решение стать частью этой компании. Of course, you want to succeed personally. You want to have millions of rubles to flow into your life. You want to have great success for you, and I understand that. Я понимаю, что вы, конечно, хотите достичь личного успеха. Вы хотите, чтобы миллионы рублей текли в ваш карман, в ваш дом, и это понятно, я это понимаю, это естественно и нормально. My goal over this next year is to share with you some of the secrets for how you personally can go from zero to millions in a short period of time. И моя личная цель состоит в том, чтобы на протяжении вот предстоящего года поделиться с вами секретами того, как лично вы сможете быть успешными, какие шаги нужно предпринимать, какой путь нужно пройти, что нужно делать для того, чтобы достичь успеха самому. When you get up in the morning with your beginning Ariix business, yes, you will find yourself surrounded by fear, by fear of failure and fear of rejection and fear of embarrassment, fear of success. Everyone has fear when they wake up in the morning. Вы знаете, когда вы будете просыпаться утром, вот вы владелец маленького пока еще бизнеса Ariix, вы будете окружены страхами. Вам будет страшно, что у вас не получится, страшно, что вам скажут нет. Вы будете бояться успеха возможного, вы будете бояться всего. Но, вы знаете, я хочу сказать вам, что все люди боятся. И все люди, просыпаясь утром, окружены какими-то страхами. Just imagine your future the way you really want it to be. Но просто представьте себе свое будущее. Вот реально представьте себе, каким оно должно быть для вас. Let your dream be so real, so vivid, that it overwhelms your fear. Сделайте свою мечту настолько большой, настолько реальной, настолько четкой,
настолько осязаемой, что она станет больше, чем ваш страх. When somebody tells you no, they're not interested in your network marketing opportunity, let that remind you of how successful you expect to be in the future. И вот когда кто-то вам скажет «нет», меня не интересует ваш бизнес сетевой, просто представьте себе в этот момент, насколько большим и успешным в будущем станет ваш бизнес. Remember my secretary who heard me tell her, a respected author and successful person, my secretary asked me what I thought of network marketing, and I told her no, strongly, no. And go ahead. Вспомните мою секретаршу. Она пришла ко мне, уважаемому, известному человеку, автору бестселлера, и спросила, что я думаю о сетевом маркетинге, и я сказал ей нет. Вот вы помните эту мою секретаршу? She didn't listen to my no. She had a family she needed to make some money for, and so even though I told her no, she still continued and became the number one distributor in the entire company, from 0 to number 1. Но она не прислушалась к моему «нет». Оно не остановило ее. И вот начав с нуля, поскольку у нее была семья, ей нужно было зарабатывать на эту семью, начав с нуля, она стала дистрибьютором номер 1 в своей компании. She's made tens of millions of dollars. И она заработала десятки миллионов долларов. So when somebody tells you no, just translate it to what they really mean is yes. И когда вам кто-то будет говорить «нет», вы знаете, просто возьмите и переведите это слово вот в то, которое они действительно хотели бы сказать. Слово «да». My Russian friends, I am so excited to be able to speak to you today. I'm honored, and I'm looking forward to the opportunity to visiting with you personally and shaking your hand and telling you personally that you were destined to achieve great things. Мои дорогие русскоязычные друзья, я хочу сказать вам, что для меня огромная честь сегодня присутствовать на этом вебинаре, иметь возможность обратиться к вам и сказать вам, что вы просто, ну вот судьба у вас такая, вот будете вы успешными и все, ребята, и вот все. Вот хотите, не хотите, все равно будете успешными. Вот такая у вас планета. I've succeeded greatly in my life, but I've also failed greatly. My fears caused me to make some mistakes, but I know that you can continue and continue to succeed through failure to have anything you want in life. Вы знаете, друзья, у меня было много успеха в жизни, но у меня было и много неудач. И к этим неудачам приводил мой страх. Именно он заставлял меня принимать неправильные решения. Но я знаю, что вы можете достичь успеха, вы можете пройти через все. И если вы отринете свои страхи, если вы сможете их превозмочь, и перед вами действительно замечательное будущее, успешное будущее, победное будущее. Thank you, my wonderful Russian friends. Thank you for listening today. I hope it's been valuable to you. I wish you great success, and I hope to be one of those teachers that can help you achieve it. И, мои дорогие русскоязычные друзья, спасибо вам большое за то, что вы меня сегодня слушали.
И спасибо вам за то, что вы позволили мне сегодня быть одним из своих учителей, который говорит вам о том, что вы сможете достичь того, чего вы хотите. Вы обязательно этого достигнете. And if there are any questions, or I'm finished, I wish you well. I'm looking forward to doing this again sometime soon. Thank you. Итак, сейчас я хочу сказать вам до свидания. Я закончил свою презентацию. Я надеюсь, что мы еще с вами обязательно вскоре встретимся. И сейчас, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их. Роберт, спасибо огромное. Роберт, thank you very much. You're welcome. Спасибо. Пожалуйста. У нас только один вопрос. Когда же Роберт Аллен прилетит в Россию, в Казахстан? And we have only one question. When will Robert Allen fly to Russia and Kazakhstan? I am making plans to do that. I know that I'm going to be coming in 2015. The plans are not firm yet, but I can hardly wait. Я знаю, что в 2015 году планируется мой приезд в СНГ. Я не знаю, когда это точно произойдет, еще не все спланировано точно, но я ожидаю этой возможности. Это великолепная новость, и мы будем готовиться к этому дню, начиная уже с сегодняшнего, потому что встретиться всем желающим с Робертом тет-а-тет, я думаю, не получится, но тем не менее мы устроим что-нибудь яркое, потрясающее, то, что зажжет не только людей, да, нашу сеть, но и Роберт, и он захочет приезжать не один раз, не два, не три, а быть постоянным нашим гостем, и даже не гостем, а уже хозяином, можно сказать, вот этого огромного рынка. Роберт, спасибо огромное еще раз. Ребят, вам спасибо, что вы слушали, но хочу вам сказать, спасибо услышать от Роберта Аллена за то, что он пообщался с вами. Это стоит золота. Вы знаете, чего это стоит? To CIS countries, and not just one time, and not just 2 or 3 times, but to come on a regular basis, and not to be just a guest, but to be a participant in this market. CIS. Excellent. Excellent. Да, итак, вам сегодня крупно повезло, потому что Роберт Аллен вам сказал спасибо за то, что вы были на моей конференции. Обычно все бегут к нему после его семинаров, после его выступлений и говорят спасибо, Роберт, что дали нам такой багаж. Так что, ребята, вы должны это загрузить себе, сделать перезагрузку, да, чтобы у вас все работало именно так, как оно должно работать. И берем курс на успех. Осталось совсем немного до конца 2014 года. 2015 скоро начнется, и в него нужно войти с обновленной головой, с новыми, четкими, ясными, красивыми целями и добиваться их. Будем это делать вместе. Всем прекрасной недели. Желаем вам больших-больших успехов. Спасибо огромное, Роберт. И с нетерпением ждем вас у нас на нашем рынке. Robert, thank you very much, and we are looking forward to seeing you here in our market. Спасибо. Спасибо. All right. Bye-bye. До свидания. До свидания. Thank you.